Какие 3 топ-книги, которые повлияли на вас и которые рекомендуете к прочтению? Ну, наверное, первую книгу, которую я бы назвал, она, как я уже говорил, я, кстати, сегодня даже в эфире об этом неоднократно говорил, для меня всегда большой загадкой было поведение людей. Вот для меня это было большой загадкой. Для меня никогда не было сложным разобраться в каких-то программах. Я занимался программированием еще со школы, еще в Советском Союзе, представляете, я писал программы в 1986 году. Я был счастливчик, потому что у нас была школа, в которой был компьютерный класс. Это было в Татарстане, город Набережные Челны, Поволжье. И математическая школа, и каким-то чудом огромное в тот момент могучее предприятие КАМАЗ поставило в нашу школу компьютерный класс. Вау! Вот, то есть для меня это всегда я был как рыба в воде. Технологии, техника и так далее. Но люди для меня всегда были колоссальнейшей загадкой. Просто колоссальнейшей загадкой, потому что я видел, что люди поступают время от времени очень нерационально. Это невозможно было объяснить, понимаете? Можно было только сказать, ну это просто люди и все такое. И вот эта штука, которую я вообще не понимал, я не понимал, почему люди делают глупые ошибки, почему они слетают с катушек, почему они эмоционально реагируют, почему они делают глупые ошибки в отношениях. Люди странные существа. И для меня это была просто загадка. Поэтому одна из книг, которые лично мне помогли, это лично мне, да, это даже не имеет отношения к бизнесу, потому что вы спрашивали не про бизнес, это книга «Дианетика». Книга «Дианетика» написана она Элроном Хаббардом. Вот прочитав эту книгу, я понял, что с людьми на самом деле происходит. И почему это происходит, ну и как от этого избавиться. Если говорить о бизнес-книгах, то одна из самых первых книг, которую я прочитал в области маркетинга, это книги, это не одна, но я назову одну. «Позиционируйся или умри», потому что это такая очень фундаментальная книга про бренд, про позиционирование. Для меня это также книга про стратегию. Плюс она была написана очень таким простеньким, веселым языком, с множеством примеров. Старая книга, и она мне очень понравилась. Очень хорошо Потом я читал, конечно, много других книг по маркетингу, и в том числе там «Маркетинг» Котлера, очень хорошая книга, глубокая, но ее без словаря не прочитаешь. Мировоззренческие книги, если говорить о мировоззренческих книгах, то на меня огромное впечатление произвели книга «Атлант расправил плечи», книга «Источник». Знаете, наверное, самые ценные книги для меня — это словари. Словари и справочники. Даже здесь стоят справочники и словари. У меня в телефоне куча словарей. Потому что невозможно прочитать книги, невозможно разобраться в книгах, непонимание значения слов. И это прям какой-то вирус сегодня. Вы знаете, у меня все время спрашивают, а как вот вам удается выражать свои мысли ясно? А как вам удается писать книги настолько просто и ясно о сложных вещах? И я даже не знаю, что по этому поводу, что на этот вопрос отвечать. Потому что у меня ответ только один. Словари, черт побери, словари. Просто подарок очень личный. Надеюсь, что так. О боже, это словарь? Проблема, когда люди не могут выразить свои мысли, когда они не могут внятно что-то объяснить, понятно растолковать, это всегда связано с тем, что они не понимают сами. И это непонимание связано с тем, что они не понимают значения слов. И все, понимаете, когда ты не понимаешь точного значения слов, предложений, фраз, для тебя все как в тумане. И я сталкиваюсь с тем, что я сам обращаюсь к словарю, особенно последние годы, потому что сейчас я читаю в основном на английском, и там у меня огромное количество непонятных для меня слов, поэтому я это все гуглю, смотрю в словарях, разбираюсь. И это то, что делает, с моей точки зрения, человека по-настоящему грамотным. Вот я могу вам сказать, я абсолютно уверен, что человек с любым уровнем интеллекта и любым уровнем подготовки, если он хочет, там, не знаю, разобраться в цифровом маркетинге, он может это сделать при одном условии. Если он будет, столкнувшись с каким-то словом, значение которого он не полностью понимает, если он будет открывать словарь и разбираться. И Google вам в помощь, потому что сегодня, там, 20 лет назад это, может быть, было невозможно. Но сегодня у нас есть Google, и это просто потрясающе. Вы можете забить туда любое слово, любое предложение, любую фразу, термин и найти
толкование этого слова, иногда с картинками, иногда с видео, которые все объясняют. И это того стоит. Поэтому с точки зрения ежедневного использования я бы вам рекомендовал однозначно иметь хорошие толковые словари и разбираться с каждым словом, которое вам непонятно. Вот сейчас, кстати, я занимаюсь тем, что я пишу словарь. Этот проект длится уже несколько месяцев, он подходит к своему финальному завершению, окончательному. Почему я говорю финальному завершению? Потому что мы уже пытались его несколько раз завершить, но слова все добавлялись и добавлялись. И я верю в то, что мы сейчас заканчиваем с терминологией, связанной с финансами, с бухгалтерией. И это будет такой вот словарь, который мы используем, в первую очередь, конечно, в своей работе, в своих программах. Может, когда-нибудь мы его издадим в виде книжки, потому что многие словари, к сожалению, вот это плохая новость про словари, многие словари меня просто бесят. Они бесят меня. Почему они меня бесят? Потому что ты открываешь словарь, и ты понимаешь, что эта словарная статья, дефиниция, она написана слишком сложно. И не было никакой нужды описывать это слишком сложно. Можно было это описать так, чтобы понял пятиклассник. У меня, кстати, требование, у меня целая команда работает над этим словарем. И мое требование такое. Вот эти словарные статьи или дефиниции, как они называются, которые дают определение слова, должны быть такими, чтобы их мог понять пятиклассник. Точка. Я считаю, что все в этом мире можно объяснить так, что это сможет понять пятиклассник.